Дорогие друзья, сегодня будем готовить бесподобный львовский сырник. Сырник невероятно вкусный, имеет нежную текстуру и готовится с простых элементарных продуктов. Нам понадобится 600 грамм творога, чем жирнее, тем лучше. Творог нужно перетереть через сито, либо перебить блендером. Творог должен быть мягкий, без крупинок. Добавляем 100 грамм сахара, 15 грамм крахмала и цедру 2 апельсинов. Все перемешиваем до однородной массы. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Добавляем 90 грамм размягченного сливочного масла и перемешиваем. По одному добавляем яйца. После того, как вмешали первое яйцо, добавляем следующее. Всего нам понадобится 4 яйца. С добавлением каждого яйца структура становится более нежная и легко перемешивается. Добавляем 30 грамм сметаны и чайную ложку ванильного сахара. Все тщательно перемешиваем до однородной массы. Тесто на сырник практически готово, но нужно добавить еще изюм. Изюм предварительно нужно промыть, просушить и обвалять в чайной ложке муки, чтобы она вобрала в себя лишнюю влагу. Лучше использовать темный изюм, тогда львовский сырник в разрезе будет выглядеть более эффектно. Все тщательно перемешиваем, и тесто для сырника готово. Тесто перекладываем в форму. У меня форма металлическая, поэтому я ее застелила пергаментной бумагой. Если у вас будет силиконовая форма, застилать пергаментом не нужно. Разравниваем сверху тесто, чтобы сырник получился ровный. Несколько раз нужно постучать формой об стол, чтобы внутри сырника не было пустот. Выпекать будем в разогретой духовке до 180 градусов 1 час. Охлажденный сырник будем покрывать шоколадной глазурью. Для приготовления глазури нам понадобится 45 грамм сливочного масла и 75 грамм черного шоколада. Растапливаем импульсами в микроволновке либо на водяной бане. Растопленный шоколад с маслом перемешиваем до однородной массы. Сырник хорошо остыл, достаем его из формы и будем покрывать глазурью. Шоколадную глазурь наносим тонким слоем сверху и по бокам. Если вам нравится такой рецепт, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Сверху сырник я украшаю миндальными лепестками. Отправляем сырник в холодильник, чтобы застыла глазурь. Все готово, глазурь застыла, режем сырник на порционные кусочки. Львовский сырник – это самая вкусная творожная выпечка, которую я когда-либо ела. По этому рецепту сырник имеет мягкую нежную текстуру, он в меру сладкий, не приторный. Такую творожную выпечку можно приготовить на пасхальный стол, либо готовить на каждый день к чаю. Как видите, львовский сырник готовится просто, быстро из доступных продуктов. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!